Всем привет! Никому не секрет, что компания Realme готовится к запуску серии смартфонов среднего класса Realme 9. И вот недавно в базе данных очень популярного бенчмарка Geekbench появилась информация о старшем смартфоне серии с шрифтом RMX3393. На коммерческий рынок устройство выйдет под названием Realme 9 Pro Plus. Информация об аппарате также появилась на сайтах ряда сертификационных ведомств. Самое главное, на мой взгляд, что данный смартфон получит основную камеру флагманского уровня с оптической стабилизацией, что, на мой взгляд, в наше время является большим плюсом. Камера будет точно такой же, как в Xiaomi 12, Redmi K50 Pro Plus и Oppo Find X5 Pro. Представить нам данное устройство должны 15 февраля, но уже сегодня известны практически все технические характеристики смартфона, и они, честно говоря, удивляют. Итак, основные фишки Realme 9 Pro Plus — это достаточно интересный AMOLED дисплей на 6,43 дюйма, процессор MediaTek Dimensity 920, аккумуляторная батарея на 4500 мАч, Android 12 из коробки, ну и самое главное, это, конечно же, цена. Всего $265. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Тест Geekbench говорит об использовании процессора MT6877EV, а это, как мы знаем, достаточно неплохой чип Dimensity 920 с разработки компании MediaTek. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex A78 на 2,5 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. Смартфон Realme 9 Pro Plus, который проходил тест в Geekbench, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ своей флеш-памяти. Итак, показатели такие: 818 баллов в одноядерном режиме и 2324 балла в многоядерном, что достаточно интересный и неплохой результат. Что немаловажно, из коробки мы получим Android 12. В системе Ассистент запускается после удержания кнопки питания. Также появилась возможность сделать длинные скриншоты веб-страниц, быстро делиться ссылкой при помощи перетаскивания. Добавилась игровая панель, быстрый переход между медиаприложениями и многое другое. А теперь поговорим о самом главном, на что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. Аппарат поступит на прилавки магазинов с ценником всего лишь $265. Давайте же посмотрим основных конкурентов, которые есть сейчас на данный момент. Я зайду на e-каталог и воспользуюсь очень хорошим подбором по параметрам. Итак, $265. Это плюс-минус 20 тысяч рублей. Возьмем до 22. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ своей флеш-памяти. Пожалуйста, 30 моделей. Это Xiaomi 11 Lite 5G NE, Poco X3 GT, также Oppo Reno 5 Lite, Oppo Reno 4 Lite, Doogee S86 Pro. Но, на мой взгляд, конечно же, основной конкурент Realme 9 Pro Plus — это, как ни странно, Xiaomi 11 Lite 5G NE. Это достаточно интересный смартфон. Также, что немаловажно, вы видите, что минимальная стоимость данного смартфона 21 тысяча. Максимально 35 почти, то есть разбежка почти в 15 тысяч. Но e-каталог не делает никаких наценок. Вы просто видите все предложения, которые сейчас есть на рынке, и покупаете там, где вам удобно. То есть можно сэкономить целых 15 тысяч рублей. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то отметите. И запомните: сначала e-каталог, потом магазин. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. В состав тройной тыльной камеры якобы войдут 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный широкоугольный блок и 2
мегапиксельный макромодуль, что на 2022 год является стандартным набором. По предварительным данным, главный сенсор выступит Sony IMX766. Этот датчик содержит пиксели размером 1.0, хотя IMX766 был представлен еще в 2020 году, он по-прежнему используется во флагманских смартфонах, включая Xiaomi 12, Redmi K50 Pro, плюс и Oppo Find X5 Pro. То есть мы получим действительно интересный фото-смартфон. Что немаловажно, новинка получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной подзарядки. Данный блочок позволяет зарядить смартфон с 0 до 100% за всего лишь 34 минуты. Также гаджет будет оборудован дисплеем AMOLED разрешением Full HD+, с кадровой частотой обновления 90 Гц. Экран будет на 6,43 дюйма. Также экран будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Вместимость флеш-накопителя составляет 128 и 256 гигабайт, что должно хватить практически для всех нужд. Цветовых вариантов будет 3: черный, зеленый и синий. Ожидается, что стоимость новинки составит $265, как я говорил ранее. Напоминаю, Realme — китайский производитель смартфонов, штаб-квартира которого находится в городе Шэньчжэнь. Также производитель выпускает наушники, беспроводные колонки, футболки, ноутбуки, смарт-часы, фитнес-браслеты, планшеты и сумки. То есть действительно это стоящий производитель. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Realme удивляет своих покупателей, фанатов, а также простых пользователей. Мы видим, что с каждым годом за какие-то $250 компания выпускает действительно стоящий продукт. И что немаловажно, мы тут получим процессор от компании MediaTek. Да, не удивляйтесь, этот процессор совсем скоро обгонит всех конкурентов, которые сейчас есть на рынке. Это действительно так. С каждым годом компания тратит очень много денег, чтобы улучшить свои процессоры. Но так Realme 9 Pro Plus действительно заслуживает внимания. Мы получили достаточно интересный AMOLED экран. Мы получили достаточно интересную аккумуляторную батарею на 4500 мАч, который заряжается практически за 40 минут, что является, очень крутым результатом. Мы получили очень и очень интересный внешний вид. Я вообще думаю, что компания Realme в скором времени догонит Xiaomi. Это будет действительно очень и очень скоро, потому что компания молодая, можно сказать. Но сейчас, как вы видите, смартфоны действительно заслуживают внимания. Ну что же, ждем презентацию данной серии. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.